Друзья, всем привет! Это канал о недвижимости и строительстве ВДТ и я, Алексей Аверьянов. Мы продолжаем наше путешествие по миру городской элитной недвижимости. И сегодня оказались в самом центре Остоженки. Возле этого особняка здесь 6 резиденций, и мы побываем в одной из них. Это 450 квадратных метров чистой роскоши, комфорта и утонченного стиля в самых лучших традициях американской классики. Сейчас вы в этом тоже убедитесь. Поехали! Прямо сейчас эта резиденция продается за $20 миллионов. Настоящий дровяной камин. Огромная спальня с гигантской кроватью, островная ванная, тонны естественного света. И это далеко не антиквар какой-то из бабушкиной квартиры. Этот особняк получил название Noble Row, что в переводе с английского означает «благородный ряд». И действительно выглядит очень благородно. Кажется, что мы как будто бы оказались где-нибудь в Лондоне или в Нью-Йорке. Я когда первый раз по фотографиям увидел этот объект, даже не поверил, что он находится в центре Москвы. Над архитектурой этого особняка работали Грегори Тук, нью-йоркский архитектор, и наш соотечественник Георгий Березин. В результате их совместной работы получился вот такой классический особняк в стиле бозар, что в переводе с французского означает «изобразительное искусство». Этот стиль зародился в начале 19 века, и он был очень популярен на протяжении 100 лет и главенствовал в основных столицах мира. Среди известных зданий опера Гарнье в Париже, отель The Ritz в Лондоне и особняки Верхнего Ист-Сайда в Нью-Йорке. Снаружи Noble Row мы видим резной фасад, облицованный португальским известняком. У каждой резиденции есть свой отдельный вход, въезд в гараж на 2 машины места, и даже дежурит круглосуточно свой швейцар. Такого я в Москве еще нигде не видел. Друзья, итак, начинаем с первого этажа. С улицы мы через парадную входную дверь попадаем в этот шикарный вестибюль с высоким арочным потолком, шикарной парадной лестницей. При входе ждет гостевой санузел, помыли ручки. Здесь есть небольшая гардеробная. Она достаточно компактная, но вполне хватит для носимой верхней одежды и для обуви. Дальше мы проходим к нашей парадной лестнице. Вообще вот этот вестибюль — это такой, получается, некий логистический хаб, потому что здесь мы дальше пошли в такую зону приемной. У нас есть здесь лифт, здесь мы можем спуститься в гараж или выйти как раз из гаража, там же как раз спуск на цокольный этаж. Отдельного внимания заслуживает, конечно, все убранство этого дома. Это тот редкий пример, когда застройщику удалось создать так называемый продукт под тапочки. Это очень редко происходит в делюкс-сегменте. Обычно застройщики не хотят рисковать и выходить на полную отделку, и тем более меблировку, декор. Но здесь это такой, можно сказать, удачный пример точного девелопмента в городе, потому что все секции уже давно реализованы от застройщика. Кстати, можно посмотреть этот макет. И у нас как раз и осталась всего одна секция на продажу, это уже вторичная продажа. Эта секция у нас как раз торцевая, что тоже может быть положительно воспринято людьми, которые хотят побольше уединения и уюта. К реализации проекта была привлечена международная команда высочайшего уровня. Грегори Тук Architects, дизайнеры Foley & Cox, Кристофер Пикок, такие бренды как Waterworks, Chesney и многие другие. Наверняка у вас не на слуху все эти бренды, и это неудивительно, потому что это топовые компании делюкс-сегмента, которые создают действительно уникальный, эксклюзивный продукт, иногда даже в единственном экземпляре. Но наверняка вы знаете, кто такой Ральф Лорен. Американский производитель дизайнерской одежды. У них есть подразделение Ральф Лорен Home. Производитель эксклюзивной мебели, предметов декора, аксессуаров. И как раз через такой строгий дизайн-код Ralph Lauren Home удалось создать гармоничный интерьер в стиле современной американской классики. Кстати, многие неправильно произносят название этого бренда, говорят там Ральф Лоран или Ральф Лорен. На самом деле правильное произношение Ральф Лорен, запомните. Так, снизу мы попали в такую приемную. Это место, где можно встречать гостей или когда гости могут здесь ожидать, пока хозяева накрывают на стол. И, конечно, чтобы не скучать, можно выпить аперитивчик. И обратите внимание, какие здесь уникальные предметы мебели. Очень четко написано, что произведено Ральф Лорен. Это коллекционный экземпляр. Таких баров произведено всего 100 штук. И вот здесь написано, что это 6-й экземпляр из 100. Постоянные зрители моего канала заметили, что я вообще люблю современный стиль, минимализм в интерьере, хай-тек. Но если брать именно классический стиль, то мне больше всего как раз и нравится современная классика. Здесь удивительно, как дизайнерам удалось совместить несколько направлений классического стиля. И на примере этой приемной видно, как они поженили классическую такую английскую мебель
с гламуром голливудского ар-деко. Вот, например, этот бар как раз и сделан в стиле ар-деко. А посмотрите, например, на этот ковер. Может сначала показаться, что он вообще не отсюда, но на самом деле, когда уже приглядываешься, понимаешь, насколько он органично вписан в этот интерьер. И это далеко не антиквар какой-то из бабушкиной квартиры. Он абсолютно классно и гармонично здесь смотрится. И вот возьми, убери этот ковер, и это помещение будет, наверное, уже совсем другим. А еще посмотрите на это оригинальное окно, которое очень тоже классно смотрится в интерьере. Я тут недавно узнал, что оно называется «бычий глаз», «bull's eye». Вообще это пришло еще из Средневековья, когда делали такие окна. Правда, они были с острыми углами на чердаках. И дальше это потом стало классическим элементом английской и французской архитектуры. Сейчас называют овальные или круглые окна как раз «бычий глаз». Друзья, меня часто обвиняют, что я уделяю не очень много внимания техническим помещениям, поэтому здесь я решил заглянуть за каждую дверь. И здесь у нас находится техническое сердце этого дома. Давайте посмотрим, что там. У нас здесь установлена приточно-вытяжная вентиляция, центральное кондиционирование фирмы Daikin, одного из топовых производителей этих систем, бойлер для горячей воды. Хоть и Остоженко отключают воду, и в эти 2-3 недели можно спокойно пользоваться душем и всегда иметь горячую воду. А еще наличие бойлера позволяет сделать систему рециркуляции воды таким образом, что открыл кран, и у тебя сразу в любом месте, в любой ванной потекла горячая вода. Ну, понятно, что здесь электрика, слаботочные системы. Для городской элиты недвижимости оригинальное помещение, такого нигде нет. Друзья, двигаемся дальше на второй этаж по такой шикарной лестнице с художественной ковкой. Кстати, посмотрите, тоже интересный такой ковер. Все прочно закреплено, очень комфортно подниматься. Вообще, лестница здесь очень важный элемент этого дома, потому что здесь своего рода такая вертикальная планировка. Конечно, такая многоуровневость для нашего российского менталитета может быть не очень привычна. Но для тех, кто когда-то жил в Лондоне, в Нью-Йорке, в Амстердаме, понятно, что это достаточно распространенный формат недвижимости. Кстати, в такой многоуровневости есть определенный свой шарм и своя утилитарность, потому что быт семьи может быть очень гармонично между этими уровнями распределен, и никто ни с кем не будет пересекаться в ненужное время. При этом вся семья может встретиться в одной из гостиных, в кухне или в столовой. Ну и, конечно же, при такой многоуровневости невозможно было бы обойтись без лифта. И он здесь есть. Он у нас пронизывает весь дом по всем уровням. Кстати, очень тихо работает, вообще не слышно. Пожалуйста. Ну, кстати, шикарный лифт. Тут вполне 4 человека поместится легко. Друзья, давайте я вам расскажу структурно, как у нас выглядит планировка по всем уровням. Во-первых, вот этот вестибюль, дальше он переходит в приемную, техническое помещение, гостиная, кухня, столовая, дальше 2 уровня спальных, и наверху у нас еще вторая гостиная с выходом на террасу. Так, дальше пройдем в гостиную. Гостиная не очень большая, но при этом очень-очень уютная. Главный герой интерьера в этом помещении у нас настоящий дровяной камин. Вообще, это большая редкость для квартир именно в городе, и есть отдельная категория людей, которые прям конкретно ищут квартиры, где можно устроить такой дровяной камин. Он, кстати, здесь не один, и мы сейчас дальше пойдем и будем считать, сколько их вообще в этом доме. Камин изготовлен известной компанией Chesneys, которая занимается и специализируется на производстве каминов. Это натуральный камень с ручной резьбой, очень аккуратно подобраны все аксессуары. И посмотрите, защитное стекло, очень удобно, туда все подбрасываешь, при этом сюда никакие искры не попадут. Noble Row — это прекрасный пример великолепного хоумстейджинга. Вообще, я удивляюсь, сколько здесь внимания к деталям. Ну, вы помните, да, что хоумстейджинг состоит из 2 слов. Это home и staging — дом и сцена, инсценирование. Здесь инсценирована будущая жизнь хозяев дома. При этом посмотрите, как аккуратно подобран весь декор, сочетание цветов, играет приятная музыка, и даже запахам уделено особое внимание. Жалко, что, конечно, видеоформат этого не передает. За свою немалую карьеру на рынке элитной недвижимости я таких примеров хоумстейджинга еще не видел. Посмотрите, здесь нет ни одной личной вещи. Очень много различных аксессуаров, картин, но при этом весь интерьер, он абсолютно деперсонифицирован. Здесь уже новый хозяин добавит те предметы, которые дороги именно его сердцу. Кстати, в этой гостиной нет телевизора, вообще в этом доме нет ни одного телевизора, но при этом вся проводка везде выполнена, поэтому здесь на вкус будущего хозяина можно будет приобрести любой телевизор. И еще посмотрите на вот эти выключатели. Мне они очень нравятся, на самом деле очень удобно пользоваться. Плюс на люстре выведен вот такой выключатель с диммированием. То есть всегда может задать необходимую интенсивность света. Далее мы проходим в столовую, и в оформлении столовой вы найдете много отсылок к Великобритании. Это
и такая шотландская клетчатая ткань тартан, и картины с охотничьими собаками, и много дополнительно элементов декора, которые отсылают нас к такому старинному английскому поместью. Вообще, когда я смотрю на этих охотничьих собак, у меня возникает ассоциация с тем, что этот объект недвижимости можно назвать трофейным. Это реально объект вне времени, который останется актуальным еще на десятилетия вперед. Сама столовая небольшая, она на 6, ну максимум на 8 персон, но она настолько уютная, я легко могу себе представить ужин в семейном кругу, как в лучших домах Лондона или Нью-Йорка прошлого века. Давайте теперь пройдем на кухню. Кухня компактная, отделена от столовой. Можно закрыть двери, зона готовки будет отделена от столовой зоны. Здесь при этом очень грамотно все спланировано. Большая поверхность такая сервировочная в виде этого острова, куча мест для хранения всего. Кухонная мебель здесь представлена брендом Christopher Peacock, которая сделана в классических цветах Ralph Lauren Home. И она сделана еще из массива дерева, что тоже является характерной особенностью современного американского классического стиля. Можно заметить, что все дизайнерские решения как бы сплетаются воедино в эдакую смесь английской, французской, американской классики. При этом даже можно подумать, что это все создавалось, проектировалось в едином комплекте, как один общий проект. В этом как раз и заключается тонкая работа дизайнера интерьера. Ну а дальше переходим к технике. Техника на кухне тоже представлена топовыми брендами. Это компании Sub-Zero и Wolf. Sub-Zero делает все, что касается холодильного оборудования. Wolf, а это у нас единая компания, здесь представлена паровым шкафом, духовым шкафом. И здесь есть еще, например, такое интересное решение в виде дополнительного холодильника для фруктов. Я, например, такого не видел. И здесь еще тоже можно положить, все охлаждается, все здорово. Конечно же, есть и посудомоечная машина компании Вицук, это швейцарский бренд. Ну и посмотрите, какой огромный у нас здесь холодильник. Часто делают холодильники side-by-side, но мне вот такой широкий большой холодильник тоже очень нравится. На самом деле все эти компании — это вот реально top of the top в производстве кухонной техники. Тоже посмотрите интересное решение дизайнерское. Я такого, например, никогда не видел. Выведен кран для того, чтобы наливать воду прямо непосредственно к кастрюле, которая стоит на варочной панели. Очень, мне кажется, удобно, не надо ее из раковины таскать. Ну и можно тоже обратить внимание на такие мелкие детали, например, встроенные розетки. Вот. Их не видно, я их случайно заметил, они абсолютно скрыты, но при этом всегда можно подключить дополнительное оборудование. На этом уровне у нас находятся две спальни и кабинет. В каждой спальне установлена такая двухспальная высокая кровать, это чисто такой американский вариант, все из резного дерева. Очень уютно. Здесь кожаная обивка, там обивка из ткани. Посмотрите на эти обои, тоже в таком шотландском стиле. Ткань называется шотландка. Очень приятно, это прям настоящая ткань. Из такой же ткани сделаны и шторы. И тоже интересно, смотрите, как переплетается это все в интерьере. Шторка для ванны тоже сделана из такой клетчатой ткани. У каждой спальни есть свой санузел. У этой спальни есть рабочее место и очень просторная гардеробная комната. Смотрите, насколько она светлая, и можно много вещей здесь разложить. Пойдемте теперь в следующую спальню. Она в другом уже крыле. У меня, кстати, тоже вот эта чисто американская тема, ковролин на полу. Я не знаю, у нас в России не очень это принято, но вот сюда заходишь, он такого богатого цвета, темного, индиго даже, может быть. И вот та самая кровать, тоже все производство Ralph Lauren Home. Даже просто вот прикасаешься, очень приятная на ощупь. В этой спальне есть тоже своя ванная комната, но есть еще и тоже такая гардеробная, она, правда, уже совсем небольшая, но, в принципе, достаточно много тоже может поместиться. И сюда посмотрите, пожалуйста, здесь тоже нет телевизора, но представлен вот такой вот мольберт, можно повесить потом уже ту картину, которую захочешь. Ну или можно телевизор все повесить. На этом этаже у нас еще находится кабинет. Он достаточно просторный. Здесь установлен диван, который, кстати, раскладывается. И потенциально это помещение тоже можно использовать как еще одну спальню, потому что здесь есть тоже свой санузел. Смотрите, как все сделано. Халатик висит, полотенчики развешено. Все идеально. Даже вот посмотрите, как плед, да, лежит. Это как раз у нас символ пола Ralph Lauren. Очень гармонично. Ничего не будем трогать, чтобы так все и оставалось. В доме, поскольку установлен центральное кондиционирование и приточно-вытяжная вентиляция,
то здесь сделан локальный климат-контроль, то есть контроль температуры в каждом конкретном помещении. Это абсолютно соответствует текущим трендам такого элитного проживания. И здесь установлены термостаты, но здесь есть еще и система умного дома, которая может позволять контролировать температуру в каждом конкретном помещении с телефона. Кому-то нравится погорячее, он в своей спальне установил потеплее, кому-то нравится наоборот, там 18 градусов, и у себя поставил 18 градусов. А этот уровень отдан полностью под мастер-блок, он за отдельной дверью. Сюда тоже приезжает лифт, но он настраивается по отдельной кнопке, и можно сделать так, что хозяева только могут попасть в свою спальню. Огромная спальня, просто с гигантской кроватью, метра 2,20 это кровать. И давайте считаем, у нас второй камин. Камин в спальне, в городской квартире, в центре столицы нашей, да. Уникальная, мне кажется, история. Вот мне тоже нравится здесь тема, что нет телевизора, как раз можно смотреть на то, как горит камин. Большие окна, много света. Я все время обращаю внимание на то, где находятся у нас решетки для вентиляции и кондиционирования. Самое главное правило, чтобы они не дули на кровать. Идеально сделано, дует вот в противоположную сторону. Конкретно прилегает к спальне у нас женская гардеробная. Она такая отдельная, можно закрыться. В этой гардеробной все продумано до мелочей. Очень много всяких таких ящиков для аксессуаров. Можно разложить все свои драгоценности, красивые платочки. Есть окно, и можно посмотреть, как ты выглядишь при дневном свете. А теперь пройдем в мужскую гардеробную. Здесь мужской гардеробной отдано достаточно большое пространство. Она, правда, является проходной в санузел, при этом здесь можно комфортно разместить всю одежду. Ну, я не шмоточник, моя одежда, наверное, заняла бы вот всего лишь вот этот уголок. Ну, если бы у меня была такая гардеробная, я бы, наверное, им стал. Пройдем теперь в хозяйский санузел. У любого хозяйского санузла должно быть 2 раковины обязательно. Здесь вся сантехника, смесители сделаны компанией Waterworks Studio, тоже топовый бренд. У нас есть моя любимая островная ванная. Здесь она в идеальном положении, в эркере, то есть со всех сторон окна. Можно зашторить, можно сделать тюль, можно так, чтобы вообще ничего не было видно. Ну и не все любят пользоваться ванной, для этого у нас есть душевая зона. Мне такой формат душевой очень нравится, потому что здесь просторно, ты не думаешь о том, что где-то что-то у тебя забрызгается, нет стекла этого, которое постоянно нужно чистить. Встал, спокойно принял душ, оделся, здесь полотенце сразу висит и уже вышел, все здорово, красиво. Ну и опять же тоже тенденции современных планировок выделять место, где установлен унитаз, в отдельное помещение за закрытой дверью. Не мешай. Ну и что, мы добрались до самой верхней точки этого дома. Это вторая гостиная. Вы можете видеть, что это самое светлое помещение в доме. Здесь просто тонны естественного света. Ну и давайте считаем, у нас 3-й камин уже, между прочим. Мне кажется, мало вообще объектов недвижимости, даже самые элитные в Москве, где есть 3 камина одновременно. Один-то редко встретишь. Ну и что, для чего у нас это помещение? Ну, вторая гостиная, она больше такого сезонного плана, да, потому что сейчас, конечно, зима, снег, но летом здесь абсолютно кайфово, можно на лифте поднять еду, здесь перекусить, позавтракать. Ну и, конечно же, изюминка этого особняка, то, что здесь есть своя терраса, она достаточно просторная, с классным видом. Видно даже вот Зачатийский монастырь, мне кажется, здорово очень летом. К сожалению, сейчас зима, там все засыпано, в доме никто не проживает, поэтому не убрано, но поверьте мне, это очень классная история. Вообще дома и квартиры с террасой пользуются особым спросом. Ну и небольшая такая кухонька, винный шкаф, можно налить напитки, потом сполоснуть стаканы, тоже очень удобно. Ну что, теперь можем наконец-то воспользоваться лифтом. Я человек спортивный, поэтому наверх мы поднимаемся пешком, ну а вниз можно и спуститься. Друзья, ну что, вы думаете, что это все? Но нет, у нас есть еще целое такое цокольное помещение с гаражом. Давайте его тоже посмотрим. Я вам обещал показать все помещения. О, кстати, очень прикольная картинка, которая в разрезе как раз показывает это здание. Выполнено в таком формате рисунка, причем со всеми деталями, даже каждая завитушечка на лестнице показана. Давайте теперь посмотрим тоже важное помещение для дома. Это гараж. Здесь гараж на 2 машиноместа. На самом деле очень здорово иметь свой собственный паркинг в квартире в центре Москвы. Вы видели, наверное, на картинке, что там нарисованы 2 машины, и вы подумайте, как это все происходит. Въезд у нас один.
А здесь установлена такая система, называется система Клауса. То есть вот эта вся платформа поднимается, туда заезжает одна машина, платформа опускается, заезжает вторая машина. На самом деле эта платформа сделана с большим запасом, чтобы выдерживать вес самого большого тяжелого легкового автомобиля, который составляет 3,5 тонны. То есть сюда, в принципе, может спокойно заехать Rolls-Royce, самый тяжелый. Ну давайте еще посмотрим, здесь много есть помещений. Во-первых, у нас здесь есть еще второй черновой вход, то есть то место, откуда может заходить обслуживающий персонал. У них есть доступ ко всем техническим помещениям, они не пересекаются с хозяевами дома. Ну, для наглядности покажу, как выглядит нижний уровень паркинга. Вполне даже и высокий джип здесь заедет. Тут широко, тут можно спокойно выйти, даже если ты находишься в машине. Но на самом деле это не обязательно, потому что машину поставил на платформу, она сама уехала вниз. Здесь у нас staff room, то есть комната для обслуживающего персонала. Но это небольшая комнатка чисто для отдыха. Вообще не предполагается, что персонал будет в этом доме проживать. Ну, это было бы расточительством, потому что представьте, сколько здесь стоит каждый квадратный метр. Персонал будет такой приезжающий. Здесь есть небольшой санузел и большое количество, 4 штуки таких гардеробных шкафа для хранения сезонных вещей. Мне кажется, можно вообще все распихать и подписать еще. Ну и большая сейфовая комната, мы туда не пойдем, здесь бронированная дверь стоит, так что не будем показывать, что там и как. И постирочная, в каждом доме должна быть постирочная. И посмотрите, как даже постирочная, где, может быть, хозяева-то особо даже и не будут находиться, тоже все сделано в дизайне, вот светильники от Ральфа Лорена. И самая лучшая техника, тоже Вицук швейцарская, то есть это стиральная и сушильная машина, и огромная-огромная раковина, можно и обувь какую-то помыть. И здесь еще такой вот выезжающий душ, тоже удобно что-то налить, помыть. Здорово. Друзья, ну как обещал, вам все помещения показал. Друзья, ну что ж, мы завершили нашу экскурсию по Noble Row. Прямо сейчас эта резиденция находится в продаже. Продается она за $20 миллионов. В эту стоимость входит все, что вы видели на видео. Вся мебель, весь декор, все абсолютно. Если вас это предложение заинтересовало, напишите мне на адрес alex@vesco.ru ваш запрос, и я вам отправлю презентацию со всеми планами и со всей необходимой информацией. Но я хочу вас предупредить, что если вы захотите его посмотреть вживую, то здесь действует жесткий фейс-контроль. Мне нужно будет запросить ваши персональные данные для того, чтобы собственник проверил вашу платежеспособность. Так что без обид. Друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Мне очень важно ваше мнение. Вы же знаете, что я приверженец современной архитектуры. И именно такие проекты я и пытаюсь подсветить вам и показать по ним обзоры. Но мне интересно, понравился ли вам этот объект в классическом стиле? И если да, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду стараться побольше таких объектов тоже вам показывать. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, поставьте обязательно лайк этому видео. Ну и, конечно, подписывайтесь. Вас ждут новые интересные выпуски. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.